Здравствуйте, это Vivo Telecom. И давайте сегодня кратко остановимся на мультиметре от Unity серии UT60. UT60EU называется данная модель. Она предназначена для европейского рынка, галетный переключатель у нее. Мы подробный обзор на UT60S делали уже, то есть это абсолютно похожие модели, только с разным управлением. Сейчас пройдемся по недостаткам, которые были обнаружены в большом обзоре на UT60S, и проверим, есть ли для EU версии эти же недочеты. Проблемы были у нас с медленной прозвонкой. Я думаю, что здесь ничего не изменится, потому что дело все-таки было вот в этих комплектных щупах. Поэтому здесь они такие же. Думаю, что все будет то же самое. Далее была частота заявлена до 10 МГц измерения переменного сигнала. Нами было выявлено нормальное измерение только до 12 кГц. Поэтому сейчас у этой модели, все-таки она EU, да, должна быть улучшена и более проверенная. Посмотрим, до скольки она частоты измерит переменные. Но и графическая шкала медленно работала. Здесь ее вообще, по-моему, нет графической шкалы, поэтому этот недостаток тогда здесь его не будет. Ну и все, в принципе. В остальном был мультиметр нормальный, потребление нормальное было, 3RMS нормально работало. Проверка диодов 3,59 вольта, ну то есть 3,59 вольта. NCV хорошо работала. Здесь, я думаю, в этой модели хуже не будет, поэтому, скорее всего, это проверять не будем. Разбирать я тоже думаю, что не будем, потому что вот здесь открыт предохранитель, он абсолютно такой же, как и на этой модели. Поэтому, ну, там есть уже на YouTube ролики по разборке, поэтому времени терять не станем. Разводка тут чуть по-другому сделана, но в целом вся конструкция и процессор измерительный такой же, поэтому смысла разбирать я его не вижу. Ну все, давайте тогда сейчас проверим прозвонку и проверим тогда частоты. Естественно, ссылку под видео я на большой обзор по вот этому мультиметру дам, то есть по конструктиву и по измерениям они будут идентичны. Ну, начинаем тогда поэтому по второй модели. Давайте проверять прозвонку. Вот провода измерительные такие же, как и вот в этой модели, то есть одинаковая комплектация щупами. Смотрим прозвонку. Так, кстати, давайте я попробую сразу, есть ли память, да, я вот, например, на сопротивление переключился, теперь переключаем в другой режим, смотрим, нет, он становится на прозвонку, то есть у этой модели памяти, к сожалению, нет. Давайте я вот, например, на диоды, да, переставляю, возвращаюсь, снова прозвонка. Да, вот это недостаток у данной модели. Здесь, напомню, был режим сохранения, ну, в смысле, была память установленного режима. Так, смотрим прозвонку. Ну, все равно есть проблема, да, несколько медленно она работает. Давайте я вот для примера вам от Браймана возьму измерительные щупы, для того, чтобы показать, будет ли лучше, да. Здесь это вот силиконовые шнуры от Брайман 785 модели, смотрим. Ну, то есть, видите, да, что разница есть. Все-таки измерительные щупы, если есть возможность, то обязательно замените на какие-то более высокого качества. Так, смотрите, еще я решил проверить на проверке диодов, все-таки какое напряжение выдается на клеммы или на измерительные щупы. Все хорошо, даже чуть выше напряжения, чем у 60S модели, то есть 3,91 вольта.
с этим все хорошо. Еще немножко отвлечемся. Просили на режиме проверки диодов посмотреть, как ведут себя измерительные щупы при замыкании контактов. Смотрим. То есть они начинают, да, издавать звуковой сигнал, но он нестабильно себя ведет. То есть я вот держу, да, он то пищит, то нет. Не знаю, для чего это людям надо, но в общем тоже он так себе работает. Так, ну давайте теперь смотреть режим измерения частоты. Здесь есть отдельное положение у мультиметра на галетнике именно для измерения частот. Смотрим, 50 Гц подаем сигнал. Максимальная амплитуда на генераторе 7 вольт в РМС. 50, да? 50 Гц измеряет нормально. Давайте повышать тогда. 100 Гц. Ну, я думаю, что здесь проблем, естественно, не будет. Давайте мы тогда сразу зададим частоту побольше. Побольше. Допустим, давайте сразу 10 килогерц, да? 10 килогерц. Да, верно показывает. Подсветка, кстати, у него самопроизвольно отключается. Так, 10 килогерц. 20 килогерц. Но здесь, смотрите, по сравнению с моделью UT60S, все-таки он больше частоту измеряет. Уже 20 килогерц он способен измерить. 50 килогерц. 100 килогерц. Так, давайте 1 мегагерц попробуем подать. Да, измеряет. 2 мегагерца. 2 измеряет мегагерца. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, ну все, у нас высший генератор не подает. Ну, то есть заявленные свои характеристики в этот раз, или эта модель UT60EU, она измеряет все-таки 10 МГц. Все хорошо. И при тех же условиях теперь подключим снова UT60S. Тоже 7 вольт. У нас напряжение выдается, амплитуда напряжения 10 кГц я подаю, 10 кГц он еще измеряет, да? 20 кГц он уходит в перегруз. Кто-то из зрителей писал, что надо на милливольты переключиться, но давайте переключимся на милливольты, посмотрим, будет ли он измерять. Да, смотрите, 20 кГц он измеряет на этом режиме. Смотрим тогда, повышаем. Посмотрим, до скольки он дойдет. 100 кГц, да. Пока есть, давайте на 1 МГц уйдем. Есть 1 МГц. 3 МГц. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну, все, претензий нет. То есть, если хотите измерять высокие частоты, то применяйте режим милливольты, переменная напряжение, и включайте уже тогда измерение частоты именно в этом режиме. То есть вот он 10 МГц у нас измеряет.
Так, ну что, давайте подведем итоги тогда вот по рассмотренным двум даже мультиметрам получается. То есть у UT60S какая проблема? Нет режима сохранения выбора режима, к сожалению, да? Хотя у 60S есть, у EU нет. Но зато теперь у UT60S есть все-таки возможность измерять высокие частоты до 10 МГц, если использовать режим переменного напряжения именно милливольты. То есть только в этом режиме он измеряет высокие частоты. Соответственно, в принципе, вот этот мультиметр UT60S заслуживает внимания, все у него, в общем-то, хорошо тогда, ну, то есть была основная проблема именно по частотам, но раз есть обход, да, этой проблемы, тогда мы его, наверное, даже включим в лучшие мультиметры на 2022 год. Мы рейтинг сделаем отдельно на этот год, и его тогда туда включим. Ну, то есть компактный, относительно дешевый. Шупы, если заменить, то и прозвонка будет отлично работать. Так что, и тем более здесь галетника не используется, то есть по надежности он будет выше, да, чем галетный переключатель. И NCV у него хорошо работает, поэтому включим его в лучший мультиметр, и модель получается достойная. Вот если бы не эта изначальная проблема с частотой, вообще можно было бы его сразу включить. По UT60EU, если вы привыкли к классическому управлению через галетный переключатель, можете его использовать. В принципе, тоже проблем особо никаких нет. Но вот единственное, если используете, например, сопротивление и проверку диодов часто, да, то придется переключаться кнопкой Select все-таки. Все, у нас еще есть модель Bluetooth, тоже мы тогда по ней краткий обзор сделаем. На большой обзор по UT60S я оставлю ссылку под видео. На этом тогда закончим. Кому видео было полезным, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Это Vivo Telecom. Всего вам доброго, до свидания.